Привет, друзья! Это вечерние посиделки с Пашей из команды Вега. Паш, вот знаешь, я готовилась к нашему интервью, и все, что я о тебе знаю, это то, что ты вроде бы как играешь давно в доту, но на профессиональную сцену только недавно пришел, и вообще я о тебе ничего кроме этого не знаю. Можешь рассказать о себе, вообще чем живешь, чем занимаешься, чем дышишь, свою биографию. Давай, с самых малых лет. С самых малых? Да. Стандартный. Примерно год назови, чтобы я так оттолкнулся. Вот смотри, родился ты в 91-м, да? Втором. Что было дальше? Родился я в Королеве, это Подмосковье. Угу. Родился. Хорошо. Боже, это оказывается сложно, подожди. Детский садик, школа. Сначала была обычная школа возле моего дома, прям, чтобы далеко не бегать. Потом в 3 классе перевелся в школу с углубленным изучением иностранных языков. Мне был интересен английский, изучал французский. Ты хорошо владеешь английским? Английским, после армии уже не очень. После армии я там, такая атмосфера, там сложно с этим. Французский, соответственно, было желание, изучал, а потом в один момент желание почему-то пропало. Не знаю, с чем это было связано, но я помню первые 3 года, мне было очень интересно. Я прям приходил на занятия, у меня были прям такие огромные глаза, прям весь горел. А потом это походу возрастное раздолбайство, что такое. И мне стало вдруг неинтересно, и я до сих пор жалею, что его так и не доучил. В общем, это такое. Я хочу подытожить. Значит, дотер эрудит, но в итоге стал раздолбаем. Да, можно так сказать. Ленивым раздолбаем. Хорошо, но начало положено. Да. Институт. Плехановская академия, сейчас уже Плехановский университет. Поступил, налогообложение. Проучился 1,5 курса, мне там не понравилось. Решил оттуда свалить. Думал, как свалить. Куда точнее, думал, армия или работа. И выбрал армию. Выбрал армию, да, потому что, работал уже и до этого. И захотел, раз время есть, надо быстренько закрыть эту тему, больную тему. То есть целый год ты посвятил армии? Целый год, да. И как оно было? Отвратительно. Хорошо. Когда я был там, мне хотелось... Суицид? Это громко сказано. О суициде. Я имела в виду суицид минера. Да. Взорвался, все. Вот так можно было. И на респ пошел. Да. Что-то было такое чувство, прям я стоял, в какие-то моменты стоял, допустим, в наряде, стоял, допустим, это взлетка, знаешь, длинный коридор такой, я стою на взлетке ночью, и я помню этот момент до сих пор, меня начало прям плавить, потому что я стою в какой-то момент, в 2-3 часа ночи, мне еще стоять несколько часов, я понимаю что все предметы вокруг круглые. Я стою, смотрю на круглые часы, на круглый телефон, на круглую ручку двери, на круглое тоно. И меня начинает плавить, реально. Я понимаю, что я схожу с ума просто. Меня это начинает напрягать. То, что все предметы круглые, я стою, мне это парит жестко. Я начинаю об этом думать, почему, как, зачем. У меня прям башню рвет. До такого дошло. Тогда это было ужасно, конечно, но сейчас, когда все это уже прошло, я понимаю что очень много я вынес. И что, в принципе, это было не зря. Извини, а что ты вынес? Во-первых, в армии ты начинаешь понимать, какой человек тебе вообще... Как это объяснить? Импонирует? В общем, ты понимаешь, кто был тебе другом, а кто так для вида сидел с тобой, где-то там побывал. То есть я сразу понял, я ушел в армию, кто-то забыл о том, что я ушел, как будто меня не было, кому-то кто-то реально переживал и спрашивал, и звонил, где я, что. И в какой-то момент это очень жестко повлияло, я там все галочку даже поставил, что нет. Я так свою девушку потерял, я рад, что я пошел в армию, потому что именно в армии я понял, что это не моя девушка вообще никак. Это вообще мне фартануло, я считаю, что я это понял. Вроде как разочарование, но вроде как и нет. Да, вроде как было бы хуже, если бы я это понял чуть позже, намного хуже, я считаю. Есть положительные качества армии, в любом случае,
это стабильность какая-то. Ну, мужество я так уж не скажу. Если вспомнить повседневную деятельность там в армии, то я бы не сказал, что мы делали что-то прям вот мужицкое. А дисциплина? Дисциплина, она у меня очень быстро пропала. То есть после армии пропала? Да, после армии. Ну, не то, что пропала, то есть есть какие-то еще вот такие вот самые важные моменты, которые я для себя вынес, запомнил. Ну, допустим, вставать там рано с утра, вот так вот железно, прям вот будильник звякнул, ты просто голову поднял, пошел как машина. У меня уже это такого нет. Я могу проспать вот до упора, потом еще проснулся, понял то, что, блин, я же еще могу поспать, и еще до упора там. В общем, это уже так. К хорошему привыкаешь быстро. Да, именно. А как хорошо с дотой? Ты до этого играл в доту? До армии? Да. Ну, это была первая, да, я в первую доту много играл, в Warcraft 3. То есть ты вернулся и уже начал, получается, во вторую играть? Я еще до армии поиграл чуть-чуть в первую. Но она вот только вышла. Вот где-то я в октябре, в начале октября получил ключик, а в армию я ушел в ноябре, 21 ноября. Ну, в общем, ты вернулся как раз в тот момент, когда уже жара прям вот. Да. Все играют. Слушай, это ты первый International пропустил, да? Получается, да. Получается, если не ошибаюсь. Вот. Ну и с того момента ты начал задротить. Ну, не то, что задротить, я просто поигрывал, у меня не было перед собой никаких целей, я просто ради удовольствия играл себе, играл. Ну, не думал там, что вот сейчас что-то там соберу, куда-то попаду, просто это было как, ну, буквально хобби, буквально. То есть там сесть где-нибудь там вечерком поиграть с друзьями, там расслабиться. Так все начинали, Да, я все думаю. так начинали, все правильно. Вот. Но хорошо, как дошло до того, что ты вот сейчас оказался здесь? На Инте. Да, сейчас бы еще в групповом этапе, конечно, но это уже такое. Так, ну, дошло так, что мы играли всякие там про-серии, вот это вот все такое, семьи-серии там с своими командами, которые сами же собирали там с друзьяшками. Где-то получалось, где-то нет. Потом я начал знакомиться с новыми людьми, с ними попробовал поиграть. Допустим, на те времена, я помню, познакомился с андроидом, со Сталком. Это все, прям я так рад был, что они мало того, что... Сталкет? Сталк просто. Сталк. Дота Сталк. Собака Дота Сталк. Ну вот, ну, с ним познакомился, мне было очень приятно. Ну, мало того, что как бы люди тогда еще были такие, ну, игроки такие неплохие, но они еще люди интересные были, хорошие люди. Со всеми до сих пор общаюсь, очень интересно, там, что они, как они, где они. За андроида, вот, например, переживаем, он там Virtus.pro в Ходс сейчас играет. Прям иногда вот не лень зайти, посмотреть, как он там, что, Андрош. Вот. Привет. Да, привет, Андрош. Вот. Ну, там, соответственно, поиграл с ними, познакомился там еще с кем-то. Но началось с тем, что я познакомился с RZQ. RZQ, Арзик, люблю тебя. Мы с ним познакомились и решили собрать состав с Семеном. По-моему, тогда уже... Нет, по-моему, тогда Нунчика с Андершоком. И еще с кем-то собрали состав. Я уже не помню, на самом деле, первого состава нашего. Вот мы попробовали. Сыграли квалов про серию, сразу же ее выиграли, начали играть про серию, сразу же вышли в Стар. Потом уже кто-то там уходит, кто-то приходит, с этим у нас было долго, сложно, непонятно. Но как результат нашли себе организацию, играли в ней какое-то время. Ну, на Стар-серии мы ничего такого не показывали, просто не вылетали из нее. Ну, там был момент, где мы как бы сами себе все портили. Мы там кого-то выиграли, допустим, важного соперника. Выиграли раз соперника важного, выиграли два, а потом тому, кому вообще никак не должны были слить, мы им слили, допустим. Что-то там парни взяли такое прям безотказное, с чем у них винрейт там под 80%, под 90%. Мы этого не ожидали, проиграли, например. Ну и как в Вегу? Вегу. Ну, просто мы думали, куда пойти. Было вариантов несколько, там 3-4 варианта, может, даже больше. И почему-то вот Вега нам показалась вот самым таким удачным. Они вас сами пригласили? Или... Ну, я просто не занимался этим контактированием с организациями, я не знаю, кто это все там. Ну, это Семен больше делал и, по-моему, Леша. Нет, Леша тогда еще не было, подождите. Сема еще кто-то вот этим занимался. И мы уже там решали, там куда, туда. И вышли именно на Вегу такими маленькими шажочками.
Ну, сначала это просто было, знаете, мальчики, знаете, поиграйте тут вот Вега вот поставьте, тут напишите Вега, да, вот здесь вот тоже напишите Вега, и вот здесь вот. И мы такие, ну да, хорошо, давайте. То есть мы как бы сильно как бы значения этому не давали. Играли и играли. А потом, ну, играли на каких-то турнирах. Очень, там что-то выигрывали, что-то проигрывали. Сначала мы выигрывали такие мелкие турнирчики, у нас там стрик на них набился. Мы там играли с такими, слабенькие команды. Потом в конце одни сильные, мы их выигрывали. И так вот несколько турниров подряд. У нас был какой-то стрик огромный прям по победам. Мы там обузили Феникс, Тренд, Пак, ВД, что-то такое. Ну, в общем, у нас там была обузная стратегия. Тогда на своем Фениксе любимом играл. Потом винстрик пропал. И мы как-то встали прям, что-то там, начались эти вот ссоры какие-то, вот там, тому это не нравится, тому то не нравится. Уже в коллективе началась, там появилась проблема. И там дальше пошел процесс с заменами, там один ушел, другой пришел. Я уже не помню, в каком порядке все это происходило. Default. Помню, что был Стеляйнер, был Трон, Максим. Еще кто-то там, по-моему, был, но это уже там сложно вспомнить. Ну, в общем, мы долго меняли состав, пытались свой найти. И потом, в какой-то момент, когда ушел скрин. Почему ты сделал акцент на этом? Ну, потому что он сам ушел. То есть не кикнули, да? Не. Когда ушел скрин, мы позвали Андрюшу Чипа. Мы его позвали. Он сначала думал, такой, вроде да, вроде Вега, вроде слышал. Такой, реально, о нас мало знал. Ну да. А у меня там в голове прям, ты чё, помнишь, как я тебя на Старладере там, Забыл, что ли, да? Да, там, я это прям игру хорошо запомнил, там, вот ты на Кентавре, я на Клоке, там, Ну, я так прям это не показывал, я там намекал, там, аккуратненько, там, ходил, все это. Ну, он согласился. Ну, что-то вспомнил, говорит, ну да, это игра, да, я помню. Ну, там так, посмеялись. Слушай, ну вот, несмотря на то, что вы не вышли в групповой этап, ты доволен результатом вообще, тем, что ты здесь? Недоволен? Ну, боже, я смотрю сейчас на цедеков, как они всех убивают, например, на цедеков. Я помню групповой этап, где мы их выигрывали. Тра-та-та-та. Выигрывали. Переигрывали их. Вот так вот назову. Ну, понимаешь, просто есть соперники, которые ты с ними играешь, и ты понимаешь, что они на голову тебя сильнее, и ты прям вот сидишь, они сильнее нас. Вот мы хотим только это сделать, они уже не дают нам это сделать. Там, мы хотим то, они нам уже мешают. Они нас просто переигрывают. Как их победить? Невозможно. Давайте напишем ГГ. Давай, ГГ. Вот с ними такого не было. Мы спокойно с ними играли. Если где-то проигрывали игру, то закидывали сами. Они у нас сами ничего не выигрывали. Только мы отдавали им все, что мы как бы зарабатывали там, нашими действиями каким-то. Мы все это потом просто сами же отдавали. Это уже наша ошибка, это не их что-то там вот клевое. Ну, вот сейчас смотрю на результаты MVP, смотрю на цедеков. Мне, с одной стороны, приятно, что я вроде бы не от слабых, оказывается, отлетел, а с другой стороны, грустно, потому что я понимаю то, что как бы могли сделать примерно то же самое. Потому что я вспоминаю, что мы делали с этими командами, знаю, что мы могли бы сделать с очень многими командами в группах и вообще на ивенте. И понимаю то, что мы могли бы даже неплохо стрельнуть, если бы вообще вышли хотя бы с вайлдкарда. Но, видимо, звезды не сошлись. Ну вот сидеки сейчас наваляли ЛГДшкам. Да. Вот, так что, оказывается, команды учатся на турнирах. Агрессив на ПЛе, непобедим. Сейчас вообще непонятно, что происходит. Китайская дота целый год где-то там находилась, непонятно где. Сейчас вот они всех тара-та-та-та-та. Ну да. Не, на самом деле, вот мы обсуждали с нашими командами, то, что китайцы, когда еще до вайлдкарда, когда просто все сидели и квешились, каждый, кто играл с китайцами, говорит, боже, почему они такие слабые? Ну просто мы играли. Я помню то же самое. Мы перебили половину китайцев, даже больше, там Нави всех перебили. Просто каждый приходит, там перед завтраком, обедом, ужином, стоят в курилке, обсуждают, мы сейчас вот этих китайцев, а мы сейчас вот этих китайцев. Слушай, китайцы, получается, вы играли их, вы переигрывали их, и они учатся. То есть они вот прямо здесь на турнире... Или они притворились, все собрались в кружок да. всем китайским коллективом, давайте притворяться, что мы слабые. И там кто-то, давай. И вот все так пожали плечи и согласились. Вот, или реально учатся. Знаешь, секрет, это мне говорил папе, по-моему, что я не хочу играть паблики КВшки ни с кем, потому что мы впереди, и мы учим другие команды. То есть они, играя с нами,
что-то учится новому и учится против нас играть. Может, так же было и с китайцами. Они играли против вас и это учились. понятно, да. Там мы играли много против IG, против там и Home. Ну, короче, мы со всеми почти переиграли. Я почти уверен, что там цедеки кому-то там заглянули там в какой-то момент, там, и, ребят, привет, вы не поможете, найдите там Вегу у вас в списке. Ну да. Потому что мы, когда с ними играли, были моменты, когда они банили то, что как бы мы не сильно-то и вроде и хотели брать, но мы этим играли на КВшках периодически. И они прям этого боялись. То есть там всплывает какой-то герой, а мы такие даже не думали его пикать, но оказывается просто они откуда-то о нем узнали. Ну да. То есть это сильно не повлияло, но факт того, что они смотрели, он, по-моему, очевиден. Жулики. Но это нет, не жулики. Мы тоже так делаем. Мы тоже, нет, мы тоже понятно. ходили к новям. Мне Ваня пишет, допустим, говорит, Пашок, приходи, тут мы с деками сыграли, приходи, посмотрим. Мы такие, о, всем селом к новям смотреть. Слушай, ну а кто тебя еще на турнире удивил или не удивил? Ожидал ты такого увидеть? Сейчас только начался... Мне одно в голову приходит. Что? Не Нави приходит в голову. Что не заехали? Странно, да. То есть они... Я помню, Нави на Вайлдкарде, это были ребята, которые пикали очень и грязные, да, грязные и жесткие пики. Очень жестко отыгрывали все линии, пользуясь своим преимуществом, давили, не отступали. И в какой-то момент, ломали вышки, соответственно, там все нагнетали везде, у тебя нет таких аутов. И тут Нави решили поиграть в фарм, решили там в легкую походить. То есть для меня вот на время Вайлдкарда, я помню там один момент, когда мы с ними играли, они постоянно ходили в сложную, постоянно на мне там постоянно там, я вроде как хочу пофармить, а вроде стоит, допустим, там Глеб говорит, нет, ты потом пофарми, сейчас я фармлю. Ну, то есть вообще не давали мне ничего. Я помню одну игру какую-то, где они пошли опять в хард, мы их задоджили, и они решили там типа пофармить. Просто стояли, все фармили. В результате мы их выиграли там довольно-таки просто. И я думал, что они как бы в каких-то таких моментах, то есть поймут, что стиль менять, лучше не менять перед ивентом, потому что как бы, если у них что-то получается железно, хорошо, прям 100%, там, возьмут это, выиграют по-любому. У них были такие комбинации, такие герои. Как, на время Вайлдкарда я так считал. А сейчас они приехали. Я не скажу, что они что-то накручивают, что-то пикают новое, но стиль, на мой взгляд, изменился. И это даже немножко расстроило, потому что, этот инт, он на них никто так, прям так не рассчитывал на них. Они пришли с Вайлдкарда, на них уже никто там, Нави, ставки не делают, да. Это парни, которые вышли с Вайлдкарда. У них прям возможность спокойно там взять и хорошо выступить. И вот что-то не пошло. Я думал, что я увижу там Навей, как они там в групповом этапе там борются, там бла-бла-бла. А тут как-то все странно быстро получилось, я даже не понял. Соответственно, Империя то же самое. На Империю был большие надежды. Тоже непонятно. В общем, инт это такое. Тут реально может произойти все. Это все уже поняли. Будем топить за Virtus.pro. Последняя наша надежда. Да, ВП. Завтра с секретами. Слушай, Встать бы хоть поболеть, то опять просплю. Смотри, скоро закончится инт, во-первых. Вот в том году были очень жесткие решафлы после инта. Мне кажется, что в этом году не будет такого из-за того, что мейджоры скоро, и вроде как нужно... Либо это будет очень короткий промежуток времени, потому что там буквально будет меньше месяца, там пару недель, чтобы определиться с составом на мейджоры. Либо будет небольшие, либо вообще не будет. Как ты думаешь? Тут два варианта. Либо они будут прям я не знаю, по мелочам никто, по-моему, не будет ничего там менять, потому что если изменения будут, то они должны быть крупными, потому что, если не ошибаюсь, условия мажоров, чтобы игроки были тем же составом, каким были на инте. Иначе они не получают фрислот. По-моему, что-то такое там было, нет? По-моему, нет. Я где-то слышал что мне кто-то что-то там такое сказал, что на мажорах, если ты какие-то делаешь замены, то ты можешь не получить уже прямой инвайт.
И то, что тебе нужно, если играть, то играть составом Сента. Ну, где-то я такое слышал, У нас может, как-то это фейк. расходится информация. Не знаю, я тоже не могу вот теперь после твоих слов утверждать, что это так. Но, по-моему, там вот 2 недели есть отдыха, вот, и уже там к сентябрю нужно определяться составом и плюс находить на замену ребят. Да, вот это я тоже слышал что-то. Ну, в общем, в любом случае, глобально я не считаю, что кто-то будет. Точнее, наоборот, если меняться, то будет, я думаю, это будет То глобально. будет глобально, либо вообще не будет. Да, мне почему-то так кажется, потому что прям вот, ну, прям полностью менять составы. Ну, это должен быть кто-то очень недовольный, кто-то очень обиженный на свою команду, но тут вроде бы все понимают то, что, ну, прям вот сложно сказать, что вот играли, и вот так вот стоят 4 человека пальцем на одного, вот ты виноват. По-моему, тут такого нету. То есть все как бы хорошо все делали, и просто где-то как команда что-то где-то не получилось. Не знаю. Ну, опять же, увидим, это момент сложный такой. Но у вас, Может произойти я что так угодно. понимаю, в команде все хорошо. Да, все довольны. Нет, ну реально, у нас все хорошо. Я не вижу у нас ничего прям такого, что все дико недовольны, что кто-то вот да, реально там вот ты тут слил, вот ты тут проиграл. Все знают свои ошибки, все понимают, что моменты могли сыграть лучше. Там, Нунчи говорит, вот тут я вот слил игру, простите. Я говорю, что вот там вот момент был, да, я там тоже слил, да, реально моя ошибка. Вот тут вот мы могли вот так вот сделать, да. Ну, то есть спокойно пересматриваем, анализируем, ничего у нас такого прям страшного нету. То есть все у нас замечательно. Значит, будет все хорошо. Да, я думаю так. Давай, знаешь что, напоследок расскажи мне какой-то инсайдик и фанчик. Инсайдик и Да, фанчик. с вашей команды. Расскажи фановую историю. Инсайдик, фанчик. У Чипа не IQ, как у Эйнштейна. У кого? Да, но У него нет. это такая уже Ну, прохладная. нет, ну почему? Ну все считают, надпись была, а не. Так, ну, Ну ладно, Да. ладно, хорошо. Инсайт. давай, про игрока. Чип храпит. Что, серьезно? Ужасно Ты храпит. с ним спишь? Да. Он ужасно храпит. Он как заведется, заснуть нельзя. А я не знаю, что делать, я с ним в комнате сплю. У меня единственный вариант — это приходить спать раньше, чем он придет, и быстренько там под шумок засыпать. Потому что если он приходит, и я еще там не засыпаю, и он начинает засыпать, все, это машина просто, это как будто трактор завели. Ужас, в общем. Не знаю, что делать. Хорошо. Это, Вот. это был инсайдик. Это был инсайдик. да. Теперь фанчик. А, еще Вова пить не умеет, вот, тоже скажу. Это хорошо. Да, а теперь что? Фанчик? Фанчик. Фанчик. Смеялся до слез здесь? Смеялся. Ну, был забавный момент, когда у нас в номере, я выбегаю из номера, вот сегодня только обсуждали, выбегаю из номера, что-то смотрел какие-то стримы, быстренько так, знаешь, в носочках, в шортиках такой решил добежать, там, взял себе попить, там, покушать. Бегу. Лежат 2 бабы на полу, ну, там, ночью, пьяные вообще в ноль, в платьицах такие, знаешь, вроде аккуратненькие, а вроде и... Завязка произошла. Да, я такой подбегаю, смотрю, у нас дверь в номер открыта. Я такой быстренько на них, на номер, такой забегаю в номер, спрашиваю, а вы что сидите? Он такой, да мы играем там, все нормально. Вы вообще туда смотрели, вон туда? Он такой, не, а что там? Я такой, только разом все не уходите, там, по чуть-чуть там встаньте там. И вся команда такая резко вскакивает туда. И такие двери открываются, все смотрят на них, они там лежат, прям отдыхают, им хорошо. Я таких довольных лиц давно не видел. Они прям спят, такой ангельский сон такой. Все замечательно у них. А потом мы, к сожалению, выгнали. Забавные были девушки. Очень. Нормально. Ну, тогда я жестко посмеялся. Особенно на реакцию Мага, когда я говорю, Андрюх, ты вот только не вскакивай, давай подождем. И Андрюха уже мимо меня летит. Это вот... Ему было интересно, что там, как там, потому что у нас почему-то оказывается такой бурный этаж, что-то постоянно происходит, постоянно на какие-то истории. Приходите, ребят, на 14 этаж. Да, там очень весело. Ладненько. Будем заканчивать нашу, наверное, беседу. Спасибо тебе за кофе. Вот. И Банановый вроде как. банановый кофе. Вот, ребят, спасибо всем, что смотрели наше интервью. Вот. И ставьте лайки, ставьте хорошие комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И скоро увидимся. Пока!